Представители знака зодиака Дева. Здравствуйте, мои дорогие девы. Таро прогноз, гороскоп. Сентябрь 2023 года. События сентября. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем реалистами. Любой прогноз есть только прогноз, но я надеюсь, что подсказки вашего шестого чувства и образы карт, когда соединим одно и второе, сможем какую-то нашу ситуацию словно просчитать на пару шагов вперед или проиграть какое-то событие, как это будет развиваться, если я применю тот или иной метод. Но какой-то инсайт вы определенно получите. Давайте узнаем. И мы сегодня используем две колоды. 78 дверей, но мы их откроем попозже и узнаем, какие же двери будут передо мной открыты. А вначале на колоде Таро иллюминатов. Первую карту достанем, назовем общая оценка месяца или чему придется больше уделять внимание. Старший аркан умеренности. Главное не торопиться. Этот аркан свидетельствует о гармонии в душе, об эмоциональном равновесии, о том, что мы куда-то не торопимся, не спешим. И, безусловно, старший аркан, видимо, сам период будет на вас влиять какой-то своей неспешностью для вас, не столько энергии, ну, где-то на убыстрение или на быструю смену событий, сколько наоборот, что-то может даже казаться, что слишком медленно как-то вот мне хочется какой-то динамики, но значит для вас такой ритм, он где-то наиболее предпочтителен. Ну, давайте я сама достану карту, что нам скажут. Оценка месяца. Или какое-то важное событие. А может быть, вы уже чего-то ожидали. И тогда пусть нам карты подскажут. Неожиданное событие или неожиданности. Достанем вторую карту. Радостные события или что меня будет радовать, что мне будет помогать в течение сентября, что в мою пользу будет складываться. И по основным сферам жизни, дела, работа, бизнес, посмотрим, как видят карты, финансовую ситуацию для вас на месяц. И в личной жизни. Итак, что же важно знать? Ну, правда? Дополняет четверка пентаклей как раз вот старший аркан умеренности, когда мы никуда не торопимся. Вот, наверное, как этот человек. И пентакли он ногами придавил буквально, один к себе прижал и на голове еще один расположил. Вообще это карта якоря. Иногда может действительно создаться впечатление, что я хожу по кругу, какая-то ситуация никак не решится, или для кого-то из вас спокойное течение жизни где-то в ваших энергиях, потому что пентаклевые энергии где-то это стихия Земли, это как раз соответствует сигнификатору знака Дева, земная энергия. И я так думаю, вам, большинству, по крайней мере, из вас, я так надеюсь, что и не захочется где-то ускорения. А может быть, у кого-то из вас это совпадет с периодом, когда вы попросту взяли отпуск или занимаетесь, например, обустройством своего жилища или что-то для себя делаете или для своей семьи, для своего дома, для своего кармана со знаком плюс. Ну, правда, это все то, что улучшает и укрепляет наши позиции, позволяет нам где-то перевести дух в плане, чтобы и отдохнуть, и восстановить силы, когда мы не намерены собой рисковать, когда мы больше наблюдаем, и у нас человек показан на карте, который подмечает абсолютно все, и его не должны какие-то внезапности застать врасплох. И в целом, правда, спокойное течение жизни, вот этот якорь, который нам обещается по карте, как будто сентябрь для вас, мои дорогие девы, будет без динамики, какой-то такой форс-мажорный. Ну, давайте неожиданности откроем, что думают карты. Нет неожиданностей. И кто-то из вас, правда, может так слегка заскучать в уголке, потому что, может быть, предыдущая какая-то ваша история или предыдущий период, месяц был более динамичный. А здесь из-за того, что, ну, вот как-то так спокойно, день за днем проходит, нам может показаться, что
что-то стоит на паузе. Но на самом деле нам карта говорит: не мешай себе. Нет никаких ограничений. На самом деле это такой период. Видимо, для вас сентябрь будет означать достаточно плодотворный период, но не в спешности какой-то своей, а когда вы можете тезис-план себе составить, минимум, максимум, что-то более в спокойном режиме наметить. И восьмерка мечей, если мы сами себе не нарисуем каких-то минусовых картин или начнем что-то вспоминать или притягивать словно из прошлого какую-то ситуацию, пытаться ее снова словно переосмыслить. Вот здесь глубокой философии не должно быть, потому что, тем не менее, нам говорят, четверка пентаклей, человек сидит и наблюдает, и острота внимания будет важна. И где-то критическое мышление для нас тоже будет важно, как и не нарисовать себе каких-то иллюзий, а только то, что есть по факту, так и себе не устроить глубокую философию, в которую буквально можем провалиться. А так неожиданностей нет. Какие же приятности, что нам будет помогать? Да, тройка мечей, конечно, приятностью особо не назовешь, но тем не менее, что выпало, то выпало. Но эта карта, она говорит, что какой-то мы прежний опыт уже не повторим. Вот именно это нас будет радовать. Увы, наша жизнь не состоит только из радости, она состоит из каких-то тоже и разочарований, так и боли. И об этом говорит карта. Но это не теперь, это какая-то история, то, что было прежде. И правда, по восьмерке мечей ситуация уже закончилась. Для нас все понятно, а вот эмоции остались. И они могут так вас немножко затягивать. Но если мы не философствуем вот так вот, как я говорила, то тогда мы и не повторяем какую-то ошибку. Ведь по этой карте тройка мечей, холодная карта, это когда-то нас очень больно ранило. А теперь наше сердце словно панцирь. Мы смотрим более отстраненно, более со здоровым равнодушием на то, что когда-то было для нас как, может быть, и сгусток боли, может быть и то, как, знаете, болевая пульсирующая точка, то, что мы не могли, как-то, может быть, отпустить, или то, что само от нас не уходило. Правда, бывают в нашей жизни такие переживания, которые словно время нужно для того, чтобы эти раны залечились. И вот здесь это как раз проходит. И в позиции, что меня будет радовать. Скорее всего, мои дорогие девы, вот в сентябре вы прочувствуете, что та ситуация, которая мне доставляла столько эмоций, которые меня словно внутри могли разрушать, теперь они меня не ранят больно. Теперь мне все равно. И это вам будет помогать. Вам какой-то может также помогать опыт, как раз может быть отрицательный опыт, когда довелось где-то пройти через боль и разочарование, но зато теперь вы четко будете понимать, где та ситуация, в которой я могу словно увязнуть еще раз. Это то самое дежавю, которое вы уже не повторите благодаря какому-то опыту. Дела, работа, бизнес. Новые возможности, посмотрите, туз жезлов. Тут могут быть и как информационные какие-то новости, которые нас к чему-то призывают, куда-то зовут. Буквально, может быть, отправиться в путешествие, у кого-то открывают возможности в плане бизнеса, работы, какие-то дела обустроить, вопросы решить. Видимо, не все будет так вот как-то однообразно, скучно, нет, с учетом туза жезлов, и определенно какая-то история завершается, и что-то приходит на смену. И знаете, по этой карте мы должны на что-то согласиться. Значит, будет как пространство для маневра, решить какую-то даже застарелую проблему. И вполне вероятно, это вы уже можете ожидать, что вот-вот решится мой вопрос. И правда решится. И тогда без промедления действовать нужно. По тузу жезлов мы как и не отказываемся, и чего-то мы не должны оставить на потом. Тут именно нам как рука сквозь облака подает жезл и предлагает: возьми, тебе шанс.
какой-то выпадает словно. Или пространство, время, вселенная, назовите как угодно, судьба нам дает определенно какие-то возможности, и мы должны с чем-то согласиться, словно не в плане согласиться кому-то сказать «да», а именно себя попробовать, словно в каком-то новом статусе, в новом деле, с новыми возможностями. Правила игры для вас будут какие-то немножко другие, и вовремя отреагировать будет очень важно. Как решить какой-то вопрос, повторяюсь, так и может быть это что-то совершенно кардинально новое, и мы должны это принимать тоже. А дальше, видимо, разберемся. Финансы. Пятерка кубков – не крупная карта, и карта хандры, карта каких-то разочарований, правда, прощание с прошлым. Может быть, мы что-то вынуждены оставить, словно у кого-то могут проиграться с учетом мечевых карт какие-то ситуации, особенно если у кого-то из вас сейчас идут слушания в суде, или есть, может быть, в плане медиаторства, соглашения, но тем не менее в основе-то спор какой-то лежит, имущественный или финансовый. Но здесь, значит, знаете, нам будет помогать скорее, когда мы какое-то дело завершим быстрее. И с учетом туза жезлов вполне вероятно такая возможность будет. Наша задача, самое главное, не смотреть в землю. То есть то, что произошло когда-то, мы уже не вернем. Вот карта нам определенно об этом говорит. Но наша задача увидеть и удержать то, что еще есть. И вполне вероятно, пусть что-то с минусом для нас проигралось. Значит, принимать надо как данность и идти вперед. И у кого-то ваша финансовая ситуация, четверка пентаклей нам говорит, деньги-то как раз есть, но мы их здесь сохраняем. Может быть, деньги не в том количестве, как мы ожидались. У кого-то это хандра может быть, потому что меня где-то подвели люди. Или то, что мне было обещано, вот оно как-то не дошло, или не в том количестве, ну или какая-то другая ситуация финансовая, которая вас не радует. Но тем не менее нам говорят, это мелочи вообще, наверное, как в пространстве, так и для вас по сравнению со всем месяцем. И самое главное, и еще раз нам повторяют, не мешать себе. Здесь нам сказали, что мы можем словно себе забор какой-то, ну, такой вымышленный создать, увидеть ситуацию не так, какая она есть на самом деле, а пропуская через себя и воспоминания, мы будем видеть все в каком-то мрачном свете, а на самом деле обстановка обстоит совершенно иная. Здесь нам говорят о четверке пентаклей, когда все хорошо. Поэтому, ну, не время для какого-то глубокого анализа, для хандры, воспоминаний, всего того, что уже ушло из нашей жизни фактически. Поэтому это не следует и удерживать, ну, где-то ментально, психологически, эмоционально. Это все уже не имеет значения. В личной жизни что для нас? Нам говорят, все прекрасно. Еще раз, правда. Вот посмотрите, мои дорогие. 3 карты у нас такие, которые нам не доставляют вдохновения, и совершенно противоположные 3 карты с новыми возможностями, когда у нас стабильный период жизни и десятка кубков на личную жизнь. Это полный баланс. И пусть вот эти все мелкие карты, о которых мы говорили с вами, которые по сути ничего для вас не значат, и завершает десятка кубков, которая подтверждает как раз, у вас совсем другое направление с новыми возможностями, когда нужно буквально воспользоваться любым шансом, который идет или к вам в руки, или в вашу жизнь, или в ваше информационное пространство, как новое предложение. Мы что-то не должны прошляпить, мы должны быть счастливы, и об этом говорят все 6 карт. А мы, да, у нас есть как неожиданность выпадает. Та неожиданность, которую мы сами себе можем создать. Поэтому не мешайте, повторяюсь, себе. Потому что что-то доброе, хорошее, светлое у вас уже практически на пороге. По десятке кубков это и дом полная чаша, это и взаимопонимание. И есть, знаете, когда правда у кого-то проиграется, когда вы съезжаете, может быть, со своей семьей. Здесь у нас
поколения показаны, и есть дом, то есть символ дома, нашего жилища. И вот эта радуга вместе с кубками, когда наполненность жизнью, наполненность радостью и счастьем в вашей жизни. Вот таков для вас сентябрь. Спокойный, неспешный, но тем не менее с какими-то новыми возможностями и вдохновением, с радостью. И удовольствиями все равно какими-то по десятке кубков обязательно. Давайте мы на другой колоде, 78 дверей. Рыцарь мечей не успела договорить. В какую-то дверь определенно ломиться не стоит. Какая будет нужна нам, скорее всего, откроется сама. Здесь как будто у нас кентавр пытается пробить эту дверь, но нам карта говорит, ведь мы не знаем, что мы увидим. А может быть, нас это разочарует. Поэтому где-то в спокойном режиме для нас будет более правильно. Хотя, как знать, для кого-то этот кентавр может проиграться вполне так себе, как туз жезлов, как какая-то возможность. Ну вот давайте посмотрим, какие же двери перед нами как будто будут открыты. И в этой колоде карт главное значение сама дверь и ключ. Закрытая, открытая дверь. Или что нам нужно сделать для того, чтобы открыть ее? Вообще карта надежности, стабильности, рыцаря пентаклей, какой-то длительной истории с хорошим прогрессом наперед. И здесь, если мы говорим о дверях, нас как будто встречают. А мы можем идти с подарком. Для кого-то из вас переезд, поездка проиграется, это точно. Может быть и другая как бы позиция. Мы с другой стороны. Это мы кому-то будем открывать дверь. В любом случае двери для нас откроются, но здесь есть взаимодействие определенно именно с теми, кому мы доверяем, кого мы где-то любим, кого мы ждем. Может быть, эта ситуация проиграется у кого-то по вашим планам, по работе, по бизнесу, по службе. И здесь тоже нам говорят о, знаете, нашем окружении. Кто-то из вас будет пересматривать вообще то ваше окружение или ближайший круг друзей, или тот где-то социум, в котором вы находитесь по месту вашей службы, и вы будете кому-то, возможно, отдавать предпочтение, а кого-то немножко вычеркивать из своей жизни с учетом вот этих карт и каких-то пережитых обстоятельств ранее. Но если мы говорим, какие же двери будут открыты, это у нас будет как личная жизнь, вопросы финансов, но и перспективы на будущее, на длительный период. Вы отдадите предпочтение тому, что надежно, и того, что на какой-то длительный, долгий, добрый период со знаком плюс. Ну, давайте мы посмотрим, что же я смогу осуществить. Да нет ничего невозможного. По сути дела, выход из какого-то лабиринта, из какой-то сложной, запутанной ситуации. Может быть, когда вы были словно в изоляции, или где-то вы находились в таком месте, когда вы не могли быстро перемещаться буквально, или как-то изменить вашу обстановку, или события, обстоятельства вашей жизни, в которых вы тоже вынуждены были находиться, и вот теперь вы какой-то вопрос такой решаете. По тузу мечей это тоже где-то как по тузу жезлов возможности, и вполне вероятно для кого-то это будет означать как поездка, переезд, выход какой-то, да, и мы говорим пространство все-таки здесь будет проигрываться. Может быть и время какое-то тоже словно меняется, какой-то этап завершается, потому что если значение дверей, то это как раз ваша возможность, вы дошли словно вот до этих врат, когда перед вами нет уже никаких преград. Все какие-то сложности мы оставляем позади, потому что и возможности перед нами открываются, ну и, видимо, наше какое-то правильное решение, может быть, вы окончательно получите какой-то результат от ранее принятых действий ваших. Что-то вы уже решали, и здесь вы сможете как и подвести, может быть, итог, так и на дальнейшую перспективу новые возможности определенно для вас тоже будут. Перекладывайте на себя, мои дорогие девы, и будьте счастливы и любимы всегда.